Чудесница – одна из протяженных пещер в районе реки Чусовой в Пермском крае на Урале. Одна из самых красивых. И мы с Евгеном отправляемся посмотреть на эту пещеру. Всем привет, едем в Чудесницу. Ехать нам нужно, ребят, 450 километров вдоль Уральских гор на север. Будем проезжать мимо таких городов: Екатеринбург, Нижний Тагил, Невьянск, Качканар. И свернем прямо в горы, на перевал, пойдем на запад, Горнозаводск. И доедем до поселка, до деревушки Усть-Коево. Там мы заночуем на турбазе. И завтра с утра уже отправимся к пещере. Так что весь день сегодня мы проведем где? В Тагиле! В машине. Приехали до Невьянска. С правой стороны он. Город знаменит своей падающей башней. Но заезжать мы не будем, потому что мы ее уже смотрели, эту башенку. Правда, на нее не поднимались. Но все же проедем мимо. А слева все Уральские горы. Так и продолжаем ехать вдоль гор. Вон они там. Далеко на горизонте. Ребят, свернули на Качканар. Сейчас от Качканара возьмем на запад и поедем на перевал. Но не Дятлова, а на Северный коридор широтный. Остановились на стеле Европа-Азия. Сейчас я в Азии. А вот буквально 2 метра и я буду в Европе. Но с этого ракурса вид, конечно, не очень. Но все же, сейчас с высоты посмотрим на эту стеллу. Приехали в поселок Куси-Александровский. Последний оплот цивилизации. 18 километров, и мы будем в поселке Усть-Коево. Вот по такой вот дороге едем. Скоро будем на месте. Все, ребят, приехали, выехали в 9 утра. Время 7. Закат. Усть-Коево. Наш домик впереди. Вон. Ночуем. И завтра утром мы с вами увидимся. Покажу напоследок, что в домике внутри. Кровати, диван, печка, наша кухня. Так что ночуем. Ребят, второй день. Сейчас мы поедем до пещеры. До пещеры 8 километров. Ждем время. За нами приедет снегоход и мы помчим. Ну а пока осмотрим базу отдыха, на которой мы остановились. База располагается на реке Коево, вот она. И эта река впадает в реку Чусовую. Ну там вот левее слияние, устье реки Коево. И, кстати, на этой реке в 50-х добывали алмазы. Шла огромная драга, перебирала породу. Таким образом шла добыча. Сейчас мы с вами кое-что посмотрим, очень интересное. Вот, ребят, это ковш от той драги, которая ходила по реке Коево. Очень много было этих ковшей у нее. Но остался вот один, его подняли со дна. Объем у него 150 литров. Вот такими ковшиками драга черпала породу. Такой вот артефакт остался от нее. Здесь вот сделан стенд. Все расписано как раз про добычу алмазов. Вот такие вот алмазы добывали. Лучшие друзья девушек — это бриллианты, да? А сейчас я вам покажу драгу. Вот она, схема, рисунок точнее драги. Драга МД-1 работала с 1950 по 53. Вот река Коево. Мы находимся вот здесь. А пещера находится вниз по течению реки Чусовая. Мы вот так поедем сейчас по реке. Сегодня к нам присоединился Андрей с канала Перекресток 7 дорог. Привет. Он снимает про заброшки, про пещеры. Так что ссылочка внизу в описании. Переходите, подписывайтесь. Классный, суперский канал. Все, приехал за нами снегоход. Евген уже переоделся, он готов к пещере. А мы переоденемся там.
у входа в пещеру. Ямаха. Вот, зацените, какие лыжи широкие. Бросаем рюкзаки и погоним. Евген тоже решил прокатиться со мной. Покажи свои штаны. О, какие прекрасные штаны. Это в Сьянах, наверное, ты порвал, да? Если что, кричите. Ладно. Зато не пешком. Ребят, мы едем по берегу реки Чусовой. Река Чусовая, длина ее 592 километра. Начинается она в Челябинской области, Челябинская, Свердловская область, и заканчивается в Пермском крае. Впадает эта река в реку Кама. Мы проехали с вами Красный камень. Он имеет красноватый оттенок, потому что на нем растет красный лишайник. В этом месте река Чусовая не замерзает, потому что пьют ключи, даже в минус 40 остаются полыньи. Но нас вот так вот жестко кидает. В 17 веке, когда еще не было железных дорог, с Урала в Европу чугун отправляли барками по этой реке, по реке Чусовой. Барка — это такая лодка. Открывались все плотины на реке, уровень воды поднимался, и таким образом металл отправляли в Европу. Сначала в Пермь, ну а с Перми уже дальше до Москвы. А когда-то, ребят, здесь была деревня Койва, деревня лесорубов и золотодобытчиков. Были золото на берегах реки. Одна из первых деревень в этих местах. Сейчас одно урочище, пустое поле. Мы, ребят, доехали до реки Поныш. Это приток Чусовой. Ну вот впереди река. А вот это место называют Понышевские ворота. Ехали мы вдоль Шакова камня. Вот эта вот гряда вытянулась она примерно на километр. Ее называют Шаков камень. Нам осталось буквально еще 2 километра проехать. И будем практически у пещеры. Все, вот так вот едем вдоль реки Поныш. Ну как река? Это небольшой горный ручеек. По весне, конечно, он разливается, и по нему можно даже сплавляться. Ну а летом можно по нему гулять в кедах. Еще немножко, и мы приедем. Посмотрите на эти красоты. Кругом скалы. Такое небольшое уральское ущелье. Мы подъехали к кладовому камню. Вот отсюда мы ехали, вот так вот вдоль реки. Вот Поныш, вдоль Поныша. И приехали вот сюда вот. А вот это вот кладовый камень. Вход в пещеру находится в нем. Нам нужно подняться. Сейчас будет на него. Скорее всего, вот куда-то вот туда вот. Будем подниматься. Мы почти все переоделись. У нас вот такие вот костюмчики обычные. Дождевики, а у Андрея вот специальный необычный костюм, да, интересный. Но Андрей, можно сказать, почти спелеолог, да? Из пещер не вылазит. Да. Постоянно вот живет там. И с Андреем мы лезем во вторую пещеру уже. Первая была российская. Ссылочку вы можете увидеть в углу. И сейчас полезем вот в Чудесницу. Андрей, ты который раз в Чудесницу сейчас полезешь? Не знаю, не помню. Ну, больше 10, наверное, раз точно, да, был? Угу. На этом десятка еще разбился. Так что нам вон туда. Спустя сутки мы около входа. Вход представляет из себя вот такую вот расщелину наклонную.
шириной 3 метра, ну и высотой где-то, ну, сантиметров 60. Ну что, погнали внутрь. Может, ногами вперед, нет? Эх, ладно, ребят, погнали. Наша очередь. На животе проползем. Не, ну тут так-то нормально. Не сильно узко. Но надо ползти. Хотя нет, я сейчас пройдусь. Буквально 4 метра надо проползти, и мы будем в гроте. Ух ты, как красиво. Какие льдинки красивые. Это вам. О! Все, что ли? Ага, половину полгода. Ага. Ну так-то вообще недалеко. Ты куда? Туда ниже пойдешь? У меня вода убежала. А, вода убежала. С собой взяли водички. Вот такой вот, ребят, прикольный вход. Почти что щучка, как в Сьянах, только попросторней. Ну все, я тоже захожу вон туда вот в грот. Вспоминаю сразу, да, Сьяны. Всю жизнь их буду вспоминать. Особенно щучку. Ладно, лезем дальше. Мы попали с вами в грот. Он называется Большой. Вот, вы посмотрите на эти льдинки. Трогать их не будем, ломать. Оставим красоту до весны. За нами еще люди пойдут, и они тоже хотят посмотреть на эту красоту. Ну а вон вход узкий, расщелина, в которую мы с вами залезли. Грот большой, протяженность где-то он метров 25, ну может метров 20. И высота свода 4 метра, вот в самой верхней его части. А здесь, ребят, смотрите, какие сосульки висят. Сталактиты. Когда-то давным-давным-давно вот эти вот огромные глыбы сорвались со свода. Вот эта вот особенно глыба нравится. Представляете, каких она огромных размеров. То есть в любой момент со свода что-нибудь может упасть. Так что в пещеру нужно одевать каску, но я думаю, что она вряд ли поможет, если вот такая глыба упадет на голову. Я думаю, что когда-то давно этот большой грот, или как он огромный, вовсе и не был гротом, была обычная шкуродерка, а потом все это обвалилось, и получите огромный грот. Хороший большой грот, просторный, в котором можно отдыхать. Подпрыгнуть на 4 метра. Да. Лезем дальше, ребят. Следующий грот — вестибюль. Такой вот опять лаз узкий. Нужно, нужно на коленках проползать. Ракомакоход. Ракомакоход. Проползаем ракоход. Кстати, ребят, пещера была открыта в 1974 году местными спелеологами. Так, как-то странно. Вниз, потом снова, видите, поднимаемся мы наверх. Ребят, там тупик, там тоже. Андрей, а куда нам дальше? В этом месте многие путаются. Несколько раз говорили, что пещера обвалилась, так как группы приходили. Проход найти не могли и возвращались обратно. Но это не так. Мы-то знаем, куда идти дальше. В вестибюль. С Андреем не пропадешь. Поехали. А на самом деле надо, ребят, вон туда вот. Ну, сейчас Андрей покажет. Если бы мы пошли без Андрея, мы бы вряд ли Мы бы пошли обратно. Да, мы бы так же, как и многие. Сказали бы, что пещера обвалилась. Как и многие, мы бы не нашли бы. Да, с Андреем хорошо ходить по пещерам. Так что подписывайтесь на канал Андрея, пишите ему ВКонтакте, и он вас проводит. Уйдет в пещеру. Если что, да. Все, ноги Евгена тоже уходят. Вот штаны прекрасные. Видите, прямо в своде есть люк наверх, на верхний уровень.
Пещера, да, интересная. Вниз, потом вверх. Интересно, что будет дальше. Ну, наверное, тоже вниз пойдем. Поэтому чудесницу и называют чудесницей, потому что вот такие вот чудеса. Раз, и ты ушел наверх. Я подошел к этому люку. Вон туда надо забраться. Ух! Мне кажется, я сейчас застряну. Что-то там трещит. Так, а нам вот, ребят, туда надо. Вот так вот протискиваемся. В данном случае каска мне только мешалась. Приходилось ее вот так вот снимать. Надо на лямке носить каску. Мы были неделю назад, здесь было совершенно все сухо. То есть, видимо, теплый воздух плюс на поверхности вода начала таять. Через несколько недель, наверное, в пещере будет вообще сыро. Ага, вообще потоп будет. Да, солнышко припекает, весна. Пещеру начинает подтапливать со свода. Успеть обратно выбраться, пока не оставила. Это точно. Кстати, а где летучие мышки? Были же летучие мыши, да? Дальше. Дальше, да? Ниже в тепле, здесь зимой еще прохладно. Здесь надо потеплее. Посмотрим Бэтменов с вами. Вот мы начинаем спускаться снова вниз. Да, пещера точно чудная. То вверх, то вниз. А вот и пирамидка. Кто-то сложил из камней. А вот, ребят, грот-вестибюль. Да, он гораздо больше, чем грот большой. Лучше бы этот назвали большим. Ну и ладно. Такой вот вестибюль, как прямо в метрополитене. Ребят, смотрите, какой свод в этом вестибюле. Давайте посветим туда на свод. Сейчас просветим его, ребят, чтобы вам видно было эту грандиозность и масштабность. И это все, ребят, естественные полости. Такие огромные гроты я видел в шахтах, когда рудное тело выбирает, примерно вот такого же масштаба полости образуется. А здесь все сделано природой. Вот здесь интересное пещерное образование, вот такое белое. Это пещерное молоко. Оно, что интересно, не твердое, а такое сметанообразное. Не будем его портить, трогать, поверьте, просто на слово. То есть оно никогда не становится твердым. Все время вот такое, как сметана. Кстати, очень похоже на плесень, да? Да, Наверное, да. многие думают, что это плесень, но это, ребят, не так. Вот, очень похоже на плесень. Ну, а если вы потерялись в пещере, всегда можно позвонить и вызвать помощь. Алло, алло, милиция, милиция. Абонент временно недоступен. В пещере есть даже телефон. Вон и мышки висят. 3 штуки, а по-моему даже 4. 4 штуки. Раз, два, три, 4. Вот так вот они будут спать до поздней весны, пока не потеплеет. Ладно, не будем их будить, идем дальше. Оказывается, ребята, вестибюль, грот плавно перетек в грот Надежды. И вот как раз в гроте Надежды стоит вот этот вот телефончик. А грот Надежды плавно перетекает в Медвежий грот. Вот он перед нами. В нем очень много сталагмитов. Вот такие вот застывший кальций. Но самое интересное здесь, ребят, смотрите. Я назвал это место жабры Витаса. Вот они. Такие вот удивительные натеки. Похожи ведь на жабры, да? Либо на орган, вот как будто трубы органа. Но название жабры Витаса мне нравится больше. Похоже еще это на кораллы очень, на коралловый риф. Вот такой вот кальцит. Такие вот натеки удивительные. Мы, ребят, дошли до самого большого в пещере сталагмита. Скорее всего, он образовался из нескольких маленьких, таких как вот этот вот.
нарастал, 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 и образовался вот такой вот здоровый нарост. И также мы дошли до самого большого грота в этой пещере. Это грот Ракушка. Вот парни внизу стоят для того, чтобы показать вам масштаб этого грота. А можете фонарики включить? Вот, Андрей, включи флейму. Вот видите, какой он огромный. Мы пытаемся просветить этот грот. Грот Ракушка. И везде натеки. Вот такие вот. Здесь они белого цвета. Натеки эти. Из грота Ракушка уходит вниз вот такой вот лаз, и он приведет нас к древнему руслу реки. Когда-то давным-давно здесь протекала река, она-то как раз и поспособствовала образованию этой пещеры. Ну, пойдемте поползаем по руслу древней речки. А вот и русло. Протяженность этого русла где-то около 80 метров. Ну и там вперед, если пройти, там будет тупик. Вообще протяженность всех ходов в пещере около 500 метров. Летучая мышка поближе. А вот здесь вот Андрей нам показал ленивую летучую мышку. Смотрите, она вон там лежит в углублении. Представляете, она не висит, а лежит на спине. Вот такая вот она ленивая, что ей лень висеть вниз головой. Как она так уснула? Мы продвигаемся по руслу древней реки. Немножко пройдем, и мы с вами сможем выбраться в грот Надежды. То есть пещера, она как бы закольцована, и можно ходить по кругу. Мне кажется, мы ходим по кругу. Мы иногда этим пользовались, когда ведешь туристов незнакомых, они не знают пещеру, и ходишь так по кругу, ходишь, они все думают, что мы по новым местам ходим, все им рассказываешь. Сначала посмотрите направо, по второму кругу идем, посмотрите налево и так далее. Можно часами ходить по пещере. Вот так. Люди думают, что пещера километров Думаю, да, что пещера 5, длинная. а на самом деле пещера 500 метров протяженности. Все, вот и выход в грот Надежды. Вот здесь на потолке тоже интересный момент. Видно, что сталактиты как бы растут такими рядами. Один ряд здесь, потом там. Скорее всего, это потому, что когда здесь была тектоническая деятельность, то есть породы трясло, землетрясение, здесь были трещины, которые потом и заполнились натеками. Иначе бы здесь тоже все обвалилось и, скорее всего, завалило бы этот ход. Вот и все, ребят, мы практически обошли всю пещеру-чудесницу. Провели мы здесь около 2 часов. Пещера... Чудесных часов. Около 2 чудесных часов. Пещера не протяженная. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, к Андрею на канал. Заглядывайте. И, кстати, еще хотел вам рассказать. Теперь мои ролики можно смотреть на телевизоре, на телеканале глазами туриста. Так что ищите у себя в кабельном. Все, спасибо, что смотрели. Все, ребят, давайте. Всем пока-пока. Это была пещера Чудесница! Чудесница. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.